Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами снова я, Ирина, таролог, психолог, просто женщина, просто человек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить, на мой взгляд, самой важной теме психологии. Думаю, многим оно будет полезным. Тема видео – любовь к себе. Как полюбить себя, любимую. Знаете, я долго думала, с чего начать этот разговор. Обычно в таких случаях ждут советов о том, как расслабиться или побаловать себя новой покупкой. Но давайте будем честными. Мы с вами взрослые люди, и мы прекрасно понимаем, что никакая новая помада не залатает дыру в душе, если там зияет пустота. Сегодня я хочу поговорить о том, что происходит с женщиной, когда она перестает быть главной героиней своей жизни, превращается в декорацию к чужим сценариям. О том, где проходит та самая тонкая грань между «выбираю себя» и «я просто на все забила». Мы живем в эпоху фасадности. Нас научили упаковывать себя как дорогой товар. Мы знаем, какой фильтр наложить на фото, чтобы скрыть усталость. Какую улыбку надеть на званый ужин, чтобы никто не догадался, что внутри мы уже давно кричим. Но что происходит, когда гаснет свет и вы остаетесь одна в пустой комнате? О чем вы думаете? О чем вы думаете, глядя в зеркало, когда смыта вся боевая раскраска? Большинство женщин видят там не человека, а список дефектов. Тут морщина, тут характер сложный, тут я недостаточно проявила мудрость, а тут, о боже мой, как я посмела, я снова не просоответствовала чьему-то идеалу. Мы относимся к себе как к объекту бесконечного тюнинга. Мы вечно в ремонте. Мы не живем. Мы готовимся к тому моменту, когда станем достаточно хороши, чтобы начать жить. Ну а теперь горькая правда. Этот момент не наступит никогда. Потому что идеал – это горизонт. Вы к нему идете, а он отодвигается, оставляя вас в состоянии вечного дефицита. Позвольте нарисовать вам портрет. Думаю, у каждой из нас есть такая знакомая. Назовем ее Мариной. Марина – воплощение правильности. Она выглядит, ну, скажем так, безопасно. Она не позволяет себе лишнего. Ни в одежде, ни в эмоциях. Она боится быть некрасивой, яркой. Потому что яркость требует ответственности. Она боится быть некрасивой. Потому что тогда ее не за что будет любить. Марина живет в режиме вечной тени. Если ей делают комплимент, она тут же начинает оправдываться. Ой, да этому платью 100 лет, и вообще я сегодня плохо спала. Она буквально извиняется за то, что кто-то заметил ее свет. В чем ее истинная трагедия? Она искренне верит, что ее самоотречение – это скромность, святость и кротость. Но давайте назовем вещи своими именами. Это гордыня наоборот. Марина настолько не доверяет этому миру и настолько боится собственного бессилия, что приняла решение: если она станет невидимой,
Если она исчезнет как личность, ей будет не так больно, когда ее отвергнут. Нельзя бросить, обидеть, унизить того, кого нет. Она не выбирает лень или диван. Она выбирает внутреннюю анестезию. Она живет на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами. Половицами собственной жизни. Она дышит полвздоха, словно боится украсть лишний кубический сантиметр воздуха у окружающих. Она сознательно гасит в себе женщину, потому что настоящая женственность – это не про рюши и покорность. Женственность – это стихийная сила, это масштаб, это уязвимость. А масштаб – это риск. И ей проще казаться никакой, чем рискнуть быть собой, встретиться с реальностью лицом к лицу. Мне часто говорят, если я полюблю себя такую, какая я есть, с лишним весом, со сложным характером, любовью к сериалам, я же просто перестану развиваться. Я же лягу на диван и превращусь в амебу. Давайте расставим точки. Грань здесь очень четкая. Забивать на себя – это когда вы едите дрянь, не спите ночами и позволяете окружающим вытирать об себя ноги, потому что вам все равно. Девочки, это не любовь, это самозаброшенность. Это когда хозяйка ушла из дома, оставив окна открытыми, а воров внутри. Любить себя – это когда вы понимаете, я – это самое ценное, что у меня есть. И именно поэтому я не буду кормить себя мусором. Именно поэтому я пойду в спортзал. Не чтобы наказать тело за лишний пирог, а чтобы дать ему сил двигаться. Любовь к себе – это жесткая дисциплина духа. Это когда вы даете себе обещание и держите его. Не ради мужа, не ради моды, а ради того, чтобы, просыпаясь утром, вы могли пожать самой себе руку. Быть женщиной – это не про биологию. Это про то, как вы несете свое несовершенство. Мир полон красивых женщин, которые внутри чувствуют себя уродливыми. И мир полон женщин, скажем мягко, на любителя, которые заходят в комнату, и воздух вокруг них начинает вибрировать. Как вы думаете, в чем разница? Да в обыкновенном человеческом достоинстве, девочки. Кстати, в конце видео я приведу 10 тезисов, скажем так, задевающих человеческое достоинство. Возьмите их на вооружение. Качественно измените свою жизнь своих домочадцев и в целом отношение всех окружающих к вам. Досмотрите это видео до конца. Подпишись на канал и поставь лайк. Так вот, разница в достоинстве. В том, как она смотрит на свои недостатки. Нелюбовь к себе – это когда вы пытаетесь спрятать свои шрамы, физические или душевные. А любовь к себе – это когда вы делаете свои шрамы частью своего уникального узора. Вы можете быть резкой, вы можете быть неудобной, вы можете быть слишком громкой или пугающе тихой. Но если в этом есть ваша правда, вы прекрасны. И сарказм ситуации в том, что когда вы перестаете выпрашивать одобрение, мир начинает преподносить его вам на блюдечке.
Но вам в этот момент оно уже не так уже нужно. С чего же начать? Возвращение домой. Во-первых, прекратите внутреннюю гражданскую войну. Хватит воевать со своим отражением, со своим возрастом, со своим прошлым. Это ваша история. Другой не будет. Примите свою неидеальность, да? Как уникальную комплектацию себя. Ну, вы же не ругаете розу за то, что у нее шипы. Вы просто знаете, как с ней обращаться. Во-вторых, верните себе право на выбор. Не я должна, а я выбираю. Даже если вы выбираете делать тяжелую работу или идти на компромисс, делайте это осознанно. Делаю это не потому, что надо, а потому, что хочу. Хочу как минимум себя чувствовать над ситуацией, уважая себя и свой выбор. Рабыня делает потому, что боится плетки. Свободная женщина делает потому, что это ее решение. Чувствуете разницу в осанке? В-третьих, станьте себе опорой. Перестаньте искать в других подтверждение своей ценности. Никто, слышите, никто не придет и не спасет вас от собственного неверия в себя. Вы и есть тот спасатель, которого вы ждали всю жизнь. Да, думаю, у многих из вас возникла мысль некоего самообмана. Ну, дескать, заменила формулировку «я должна» на «я выбираю», и проблема решена. Нет, не решена. Без осознания, что вы и только вы режиссер своей жизни, не получится. Многое в нашей жизни мы делаем, потому что надо и я должна. Потому что выбор далеко не всегда есть. И делаешь то, что надо. Вы должны себе запомнить, как мантру: выбор всегда есть. Просто делать его не хочется. Не хочется менять устоявшийся уклад и ритм своей рабской жизни. Рабской, потому что мы все в большей или меньшей мере рабы своего физического и духовного тела. Что убеждаем себя в некой предрешенности всего, что с нами происходит. А еще мы оправдываем свое нежелание что-то изменить тем, что если что-то поменяем в своей жизни, то обязательно будут новые подводные камни. И не факт, что все изменится к лучшему. А еще выбор мешают делать убеждения. Свои или кем-то когда-то навязанные. Я прямо сейчас слышу, как у многих из вас включился внутренний скептик. Ира, ну какой выбор? На словах все просто. У меня куча обязательств. Я пошу, потому что надо. Меня вынуждают жесткие обстоятельства. И выбора у меня нет. Давайте честно, без этого приторного психологического позитива. Вы правы. Иногда жизнь прижимает к стене так, что это действительно выбор без выбора. Это капкан. И любовь к близким, долг перед ними часто становится самым тяжелым кнутом, от которого невозможно отмахнуться. Какая уж тут свобода. Но фокус в том, в какой роли вы это ярмо тащите. Рабыня делает, потому что боится. Боится плетки обстоятельств, осуждения или безденежья. Она чувствует себя жертвой. У нее опущены плечи. А внутри зреет глухая ярость, которая со временем превращается в яд для всей семьи. Свободная женщина делает ту же самую тяжелую работу,
потому что это ее взрослое решение. Ноша та же, осанка другая, выражение глаз другое. Вспомнилась одна яркая история. Таких историй множество, но вспомнилась именно это. У Вахтанга Кикабидзе, знаменитого актера, режиссера, певца, жена десятилетия была прикована к постели. Он до конца дней был с ней, был надежной опорой. В прямом и переносном смысле носил ее на руках. Устраивал романтические ужины. Брал на руки и танцевал под музыку. Да, это очень тяжелая ноша. Но своя, любимая, осознанный выбор зрелого человека с большой буквы. Но вернемся к нашей повседневной жизни. Смириться и просто тихо злиться в тряпочку – это не выход. Но и бросить все и сбежать мы не можем. Что же тогда делать, когда капкан закрыт? Нужно предпринимать реальные шаги, чтобы взломать систему изнутри. Шаг первый. Сбросьте лишнее ярмо. Мы часто путаем реальные железобетонные обстоятельства с теми, что мы сами на себя навьючили по привычке хорошей девочки. Да, нужно, например, заработать на лекарства маме и оплатить учебу в универе ребенку. Это святое. При этом вы навьючиваете на себя дополнительное ярмо. Вы обязаны идеально вылизывать квартиру, готовить ужины из 3 блюд, контролировать взрослых детей, быть для всех удобной подушкой. И так далее. Проанализируйте свое ярмо сами. Кстати, это мое вам малюсенькое домашнее задание. Буду рада, если поделитесь в комментариях. Что нужно сделать прямо сейчас после просмотра моего обращения к вам? Проанализируйте и отсеките все, что не влияет на выживание. Дети, например, могут сами помыть пол и сварить макароны. Кое-какие ваши обязанности – это не капкан, это ваша привычка быть незаменимой. Снимайте их со своей шеи без жалости. Дополнительное ярмо – это ваш добровольный выбор. Как, впрочем, и основное ярмо, связанное, например, с роднёй, о котором я уже говорила ранее. Это ведь тоже добровольный выбор. Никто же не запрещает вам быть эгоистичной стервой. Шаг второй. Направьте злость в план побега. Злость – это чистая ядерная энергия. Перестаньте душить ее святыми аффирмациями. Разрешите себе злиться на несправедливость жизни. Но не сливайте эту злость на близких, а превратите ее в топливо. Сядьте и переведите свой абстрактный капкан в жесткие цифры и сроки. Посчитайте, сколько конкретно времени, дней, месяцев нужно терпеть эту нагрузку. Как можно оптимизировать физические нагрузки, да? И прежде всего эмоциональные расходы. Можно ли найти, допустим, одну нормальную работу вместо 2 изнуряющих? Кстати, в цивилизованном мире не новинка отправлять постоянно свое резюме потенциальным работодателям в поиске лучшей работы. Направьте свою злость в дело. Ваша тень должна сказать: «Меня достало так жить. Я не буду терпеть это вечно. Какой наш план побега или снижения нагрузки на ближайший год?» Кстати, чтобы было понятнее, о какой тени я говорю, посмотрите мой видеоролик «Свет и тень в тебе. Как подружиться со своей тенью».
в папке «Сама себе психолог». И в конечном итоге этот ролик также посвящен пробуждению любви к самой себе, любимой. Шаг 3. Объявите забастовку в отдельно выбранном для себя времени. Самое страшное в капкане – ощущение, что обязанности полностью сожрали ваше «я». Вас больше нет. Есть только функция обслуживания других. Вырвите у этой пахоты кусок пространства лично для себя. Жестко, эгоистично. Пусть это будет для начала всего лишь 1 час в неделю, когда весь мир подождет. А вы закроете дверь и будете делать то, от чего ваша душа оживает. Ну, например, пойдите на массаж. Побудьте в тишине с кофе. Просто поспите. Это не каприз. Это техника безопасности, чтобы ваша батарейка не взорвалась. Да, обстоятельства бывают сильнее нас. Но не смейте сдаваться лицом в асфальт. Не будьте рабынями, у которых отобрали жизнь. Будьте взрослыми, сильными, прекрасными женщинами, которые приняли этот тяжелый бой, но прямо сейчас запирают свое право на жизнь по кусочкам. Помните, нимб очень сильно мешает проходить в дверные проемы. А рожки, на рожки всегда можно повесить красивую сумочку. Будьте целыми, а не идеальными. Чувствуете, как расправляются плечи? Чтобы вы смогли лучше меня понять и прочувствовать то, что я хочу донести до вас в этом видео, озвучу 10 основных тезисов о вашем, подчеркиваю, вашем достоинстве. Тезис 1. Вы не проект по улучшению, вы свершившийся факт. Что это значит? Хватит относиться к себе, как к строящейся многоэтажке, где вечно не хватает кирпичей и пьяные прорабы. Многие из нас живут в режиме: вот сейчас я доучу английский, вылечу все зубы, научусь печь идеальные круассаны, и тогда, наконец-то, выйду в люди, как приличная женщина. Девочки, это ловушка. Вы не бесконечный черновик, который нужно без конца переписывать и править. Вы уже готовый шедевр. Да, со своими уникальными мазками и нюансами. Но ваша картина уже написана, ее пора показывать миру. Представьте, что вы антикварный комод. Да, возможно, у вас одна ножка чуть короче, и ящик скрипит на фа диезе, но вы антиквариат. Вас нельзя улучшить. Вас можно только ценить и протирать тряпочкой. Тезис 2. Ценность не доказывается, она заявляется. Что это значит? Перестаньте приносить миру справки о своей полезности. Мы часто ведем себя так, будто нам нужно получить лицензию на право занимать место в пространстве. Я сегодня перемыла гору посуды, закрыла годовой отчет, утешила подругу, посадила 10 розовых кустов, да? Можно мне, пожалуйста, кусочек торта? Нет, вы ценны не потому, что вы полезны, как кухонный комбайн. Золотой слиток в грязи не пытается доказать, что он золотой. Он просто лежит и ждет, когда его увидят. Заявляйте о себе фактом своего присутствия, а не списком подвигов. Тезис 3. Отношение окружающих – это лишь эхо вашего отношения к себе. Что это значит? Если вы считаете себя ковриком у входной двери, не удивляйтесь, что в вас вытирают ноги. Если вы заходите в комнату с выражением лица «Извините, что я тут дышу вашим кислородом», мир обязательно отреагирует. Надо же,
она еще и дышит. Это работает магически. Стоит вам решить, что ваше время – это ценный ресурс, а не благотворительный фонд, как люди внезапно обнаруживают, что у них тоже есть руки, и они сами могут, например, найти свои носки. Тезис 4. Граница между мягкостью и бесхребетностью в наличии правил. Что это значит? Быть доброй – это выбор. Быть удобной – это диагноз. Мягкая женщина – это персиковая косточка в бархате. Снаружи нежно, но внутри кремень. Бесхребетная женщина – это медуза. Она принимает форму любого контейнера, в который ее запихнули. Если ваше «да» всегда звучит как обреченный вздох, а «нет» как извинение перед всем человечеством, пора наращивать кости. Правило – это не забор. Это границы вашего личного королевства. Тезис 5. Недостатки – это не брак, а особенности конструкции. Что это значит? Да то, что ваши минусы – это просто заводские настройки вашей личной модели. У меня есть подруга, которая вечно грызет себя за свой тяжелый характер. Я ей постоянно твержу: слушай, ты не несносная, ты просто эксклюзивный. Выпуск с бронебойной защитой. Вот посмотрите, если в спортивную Феррари нельзя загрузить 3 мешка картошки, это что, брак? Феррари из-за этого комплексует? Нет, конечно. Она вообще для другого создана. Ее задача – лететь по трассе и восхищать. Так же и с вами. Если вы не умеете сидеть тихо, помалкивать и совсем соглашаться, значит, вы рождены не для этого. Вы рождены не для того, чтобы быть красивой мебелью в чужой комнате. Возможно, ваша судьба – вести за собой людей. Тезис 6. Вы имеете право быть некрасивой по чужим меркам. Что это значит? Стандарты красоты – это мода, а ваше лицо – это история. Посмотрите на высокую моду. Там лица такие, что в темном переулке можно перекреститься. Но они несут себя так, будто они венец творения. Если кто-то говорит, что у вас какой-то не такой нос, это проблема его вкуса, а не вашего носа. Вы не обязаны быть вкусной конфетой для каждого прохожего. Вы произведение искусства. А Пикассо, знаете ли, тоже не всем понятен. Тезис 7. Страх обидеть другого часто прикрывает страх одиночества. Что это значит? Мы боимся сказать: «мне это не подходит», потому что боимся остаться одни. Мы соглашаемся на ужасные свидания или на посиделки с токсичными родственниками, потому что боимся. А вдруг я откажусь, и больше никто и никогда со мной не заговорит? Девочки, лучше пить чай в компании своего достоинства, чем глотать желчь в компании людей, которые вас не замечают. Пустое место рядом с вами – это не вакуум, это пространство для тех, кто вам действительно подходит. Тезис 8. Самодисциплина – это высшая форма любви. Что это значит? Не путайте любовь к себе с потаканием внутреннему капризному ребенку. Любовь – это когда вы ведете себя к стоматологу. Хотя очень-очень страшно. Любовь – это когда
Вы выключаете сериал в час ночи, потому что завтра вам нужны свежие мозги, а не каша в голове. Потакать себе во всем – это не любовь, это попустительство. Настоящая любовь говорит: я так тебя ценю, что не позволю тебе превратиться в унылую кучу недовольства. Тезис 9. Ваш комфорт не должен оплачиваться вашим самоуважением. Что это значит? Если цена спокойствия в доме – ваше стертое «я», то это слишком дорогая сделка. Бывает так. Я промолчу. Я промолчу, когда он меня обесценил. Зато вечер пройдет без скандала. Поздравляю. Вы только что купили 2 часа тишины ценой своего хребта. Это как топить камин антикварной мебелью. Тепло будет недолго, а мебели больше нет. Комфорт, построенный на вашем унижении, это золотая клетка, в котором вы сами работаете замком. Тезис 10. Любовь к себе – это когда вы перестаете извиняться за свое существование. Что это значит? Перестаньте говорить «извините» вместо «здравствуйте». Замечали, как мы извиняемся? Извините, можно спросить. Извините, вы мне на ногу наступили. За что мы извиняемся? За то, что мы заняли место в пространстве. Вы здесь по праву рождения. Вселенная потратила миллиарды лет эволюции, чтобы получились именно вы. И извиняться за это перед кем-то значит проявлять неуважение к самому мирозданию. Расправьте плечи. Вам здесь рады по умолчанию. Когда вы начинаете жить, руководствуясь этими тезисами, люди вокруг вас начинают делиться на 2 лагеря. Те, кто привык вами пользоваться, будут возмущены. Она стала такой эгоисткой. А те, кто действительно вас любит, скажут: наконец-то ты вернулась домой. Напишите, какой из тезисов уже сегодня вы взяли на вооружение. Поддержите в своих примерах тех, кто еще сомневается. Любовь к себе – это не конечный пункт, где вы сидите в позе лотоса на вершине горы. Это ежедневный выбор. Это когда вы выбираете не предавать себя ради сомнительного комфорта быть хорошей для всех. Будьте для начала хорошей для той женщины, которая смотрит на вас из зеркала. Она прошла через многое. Она ошибалась, она падала, она плакала по ночам. Но она выжила. Она заслужила ваше уважение. И если вы сегодня, послушав, а главное, услышав меня, просто посмотрите на себя другими глазами, не глазами критика, а глазами союзника, значит, как минимум, время, потраченное на создание этого видео мной и вами на просмотр, потрачено не зря. Ваше достоинство – это ваша личная собственность. Не отдавайте его никому. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.